Привет всем любителям геометрии. Очень красивая задача. Дан прямоугольный треугольник, построена окружность, которая касается его катетов и пересекает гипотенузу в двух точках, разбивая гипотенузу на три отрезка длины 3, 9 и 16. И нужно найти площадь этого треугольника. Ставьте на паузу, попробуйте решить эту задачу сами. Мы начинаем. Я думаю, решим эту задачку для 8 все-таки класса. Мы с вами очень-очень сильны. Давайте смотреть, что у нас здесь можно найти. Это тройка, это девятка, это 16. Можно найти гипотенузу, она будет 28. Хорошо, хорошо. Что еще можно найти? Можно заметить, что отрезки касательных CF и CP равны между собой. Тут поставлю жирную точку, здесь жирную точку и скажу, вот этот отрезок равен вот этому отрезку. Более того, я эти отрезки обозначу буквой X. Вот так и вот так. Понятно, что это будет радиус окружности. А дальше? А дальше я вижу здесь касательные и секущие, касательные и секущие. И я вспоминаю, напомню, что нужно найти площадь этого треугольника, я вспоминаю замечательную, секретную, волшебную теорему, которую мы очень часто вспоминаем. Для тех зрителей, которые не часто на нашем канале, я напомню эту теорему. Теорема звучит так, что если из точки к окружности теорема проведены касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной равен произведению большего отрезка касательной на его большего отрезка секущей на его внешнюю часть. То есть y на x, либо x на y. То есть квадрат отрезка касательной равен произведению x на y. Все. Вот эту теоремку мы применим. Вот посмотрите, BP это касательная, а BM это секущая. Тогда все просто. БП в квадрате равно БМ умножить на БК. Я так и запишу. БП в квадрате равно БМ умножить на БК. БМ у меня 9 плюс 3, 12, умноженное на 3, получается 36. Но это БП в квадрате. Само БП будет равно корень из 36, это 6. Все, нашли. Но из точки А тоже проведена касательная АФ и секущая АК. Тогда можно записать, что АФ в квадрате равно АК умножить на АМ. Это будет АК. Это 16 плюс 9. И умножить на АМ. Это 16. Получится, даже перемножать не буду. Посмотрите, 25 на 16. Легко же будет корень извлекать, да? А f будет равно корень из 25 умноженного на 16. Это будет 5 умноженное на 4, это 20. Все, это 6. Это 6. Вот так. А это отрезок у нас 20. Все. Теперь нужна теорема Пифагора. Теорема Пифагора для большого треугольника. Вот по теореме Пифагора АС в квадрате плюс BC в квадрате равно АБ в квадрате. Или x плюс 20 в квадрате плюс x плюс 6 в квадрате равно 28 в квадрате. Казалось бы, все ясно дальше. Находим x, находим катеты, и половина произведения катетов дает нам площадь. Давайте посмотрим, что получится. X в квадрате плюс 40х плюс 400 плюс x в квадрате плюс 12х плюс 36. Давайте запишем минус 28 в квадрате равно нулю. И вот здесь нам нужно привести подобное, упростить это уравнение. Я вот уже это сделал, у меня получилось x в квадрате плюс 26х минус 174 равно нулю. И проблема в чем? Что здесь дискриминант будет не очень красивый, а значит и x не очень красивый. И значит у нас придется применять такие сложные какие-то алгебраические преобразования. То есть вот есть одно но.
Так быстро не найдем. X можете попробовать. Можете попробовать найти. X1, X2 самостоятельно. Но мы не будем этого делать. Мы не будем. Применим одну хитрость. Хитрость. Я называю ее обратный ход. А что, вообще говоря, нужно найти площадь? А площадь треугольника АБС легко найти как половина произведения катетов. АС на БС пополам. Давайте посмотрим, что у нас получится. У нас получится х плюс 20 умножить на х плюс 6, деленное на 2, равно х на х в квадрате, х на 6, 6х, 20 на х, 20х на 26х, плюс 120, деленное на 2. Внимание! Х в квадрате плюс 26х, вообще говоря, нам нужно найти. Но если посмотреть на наше уравнение, то можно сказать, что х в квадрате плюс 26х равно 174. Невероятно. Тогда я могу заменить вот это на 174. И что же я получаю? Равно 174 плюс 120, деленное единичка, на 2. Я получаю 294 на 2. 294 на 2. Кстати, во вчерашней задаче был ответ 294. А у нас получается 147. Такой ответ на вопрос нашей задачи. То есть площадь треугольника АБС равна 147. Ну, согласитесь, симпатичная эта хитрость, симпатичный этот обратный ход, он нас фактически спас от кошмарных преобразований. Ну что ж, присылайте свои решения, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, не пожалеете. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.